Добрый день! Сейчас я гуляю в Престоне, небольшом спокойном городе на севере Англии. Это одна из тех прогулок, которые не требуют цели. Здесь не нужно спешить, не нужно что-то искать. Можно просто идти вперед и позволить дороге вести тебя. Я иду вдоль реки Рибл. Вода здесь течет медленно, уверенно, как будто знает свой путь и никуда не торопится. Иногда слышно, как она тихо перекатывается у берега, иногда просто ощущается ее присутствие. Река рядом, и этого достаточно. Дорога ровная, аккуратная, по обе стороны зелень. С одной стороны вода, с другой деревья и кусты. Здесь много воздуха, много пространства, а людей совсем немного. Кажется, что это место идеально создано для того, чтобы выдохнуть. Иногда мимо проезжают велосипедисты. Они появляются неожиданно, тихо, плавно и также спокойно исчезают вдали. Каждый здесь движется в своем ритме, и в этом нет суеты. Я продолжаю идти. Шаг за шагом. Мысли становятся тише, а внимание переключается на детали. Облака медленно плывут, отражаясь в воде. Иногда кажется, что река и небо сливаются. Эта часть пути занимает около 10 минут, но время здесь ощущается иначе. Иногда кажется, что прошло всего пару минут, а иногда, будто ты идешь уже давно. Река все время рядом. Пройдя еще немного вдоль реки, я постепенно начинаю менять направление. Я сворачиваю от воды в противоположную сторону, и маршрут словно мягко переводит меня из природного пространства в более городскую часть прогулки. Река остается позади, ее шум становится тише, и вместо него появляются новые звуки. Шаги, далекие голоса, едва уловимый шум города. Дорога ведет дальше, и по мере того, как я иду вперед, начинают появляться дома. Они выглядят очень аккуратно и гармонично вписываются в это место. Невысокие здания, спокойные цвета и красивые балконы, которые сразу притягивают взгляд. Эти балкончики словно созданы для неспешных утренних часов. Представить, как здесь пьют кофе, смотрят на воду, просто наблюдают за тем, как медленно течет день. Пространство вокруг остается открытым. Здесь нет ощущения плотной застройки. Наоборот, все дышит свободой и спокойствием. Я выхожу к каналу. Это Престон Докс. Здесь другая атмосфера, но все так же спокойно. Вода становится более неподвижной, отражения почти зеркальными.
А я продолжаю гулять вдоль канала. Дорога здесь ровная и спокойная, и шаги сами собой замедляются, словно это место не любит спешки. С одной стороны канала тянется вода, гладкая, почти неподвижная, отражающая небо и окружающее пространство. А с другой стороны появляются современные дома. Они выглядят аккуратно и очень гармонично вписанными в эту часть города. Чистые линии, спокойные цвета и балконы, которые сразу притягивают взгляд. В теплое время года жизнь здесь словно выходит наружу, на балконы, ближе к воде, ближе к этому спокойному ритму. Даже сейчас, в более прохладное время года, чувствуется, что это место живет размеренной жизнью. Здесь все словно создано для того, чтобы наслаждаться видом и быть ближе к воде. Я иду дальше, и все чаще навстречу попадаются люди. Кто-то гуляет в одиночестве, кто-то парами, кто-то просто проходит мимо, не торопясь. Это очень живая прогулочная зона. Здесь чувствуется движение, но оно спокойное, без суеты и напряжения. В такие моменты особенно хорошо понимаешь, почему это место так любят местные жители. Канал, дорога, дома и вода создают ощущение уюта и пространства одновременно. Я продолжаю идти вдоль канала. Здесь ничего не меняется резко. Просто дорога тянется дальше. И каждый следующий шаг похож на предыдущий. С одной стороны остается вода. Она спокойная, почти неподвижная, отражает небо, дома и свет. Иногда кажется, что канал здесь – это не столько вода, сколько большое зеркало, в котором отражается весь этот район. А с другой стороны тянется ряд домов. Красный кирпич, аккуратные балконы, ровные линии фасадов. Все выглядит спокойно и очень упорядоченно, как будто этому месту важно сохранять свой ритм и не нарушать его. Я иду дальше. Шаги становятся ровными, почти незаметными. Здесь не хочется никуда спешить. Эта прогулка не про цель и не про маршрут. Она просто про движение. Спокойное, повторяющееся, почти медитативное. Навстречу иногда попадаются люди. Кто-то идет в одиночестве, кто-то гуляет вдвоем, кто-то просто проходит мимо, также спокойно и без спешки. Никто никому не мешает. У каждого свой темп, свое направление, свое маленькое пространство внутри этой прогулки. Я продолжаю идти. Дома остаются по одну сторону, вода по другую. И чем дольше я здесь нахожусь, тем сильнее ощущается, что именно в этом и есть ценность этого места. В простоте, в повторении, возможности просто. Я продолжаю идти вдоль канала. Теперь он открывается с другой стороны, шире, спокойнее, как будто дает больше пространства для взгляда. Здесь стоят яхты. Их довольно много, и они выстроены почти ровной линией, словно каждый знает свое место и никуда не торопится. Вода сегодня очень спокойная, она почти не движется, и поэтому отражения выглядят особенно четкими. Мачты, корпуса лодок, небо, облака – все будто дублируется сверху и снизу, в реальности и в отражении.
А я иду дальше вдоль берега. С одной стороны остается вода и яхты, а с другой стороны дома, дорожка, редкие прохожие. Мне нравится это ощущение, когда ты как будто находишься между двумя мирами, между городской жизнью и этим тихим водным пространством. Яхты выглядят очень по-разному. Какие-то совсем небольшие, какие-то покрупнее. Но все они сейчас неподвижны, словно отдыхают. И кажется, что у каждой из них есть своя история. Где-то они уже побывали, куда-то, возможно, еще отправятся. Но сейчас они просто здесь стоят, привязанные, спокойные, являются частью этого пейзажа. А я продолжаю обходить канал. Дорога мягко тянется дальше, и шаги становятся почти автоматическими. Иногда я смотрю вперед, иногда снова на воду, где отражения меняются от угла и взгляда, и от света к небу. Это тот момент прогулки, когда мысли становятся тише. Не потому, что их нет, а потому, что им не нужно быть громкими. Здесь легко просто идти, наблюдать, замечать детали, линии мачт, рябь на воде, цвет неба, расстояние между лодками. Я понимаю, что уже почти обошла эту часть канала. Пространство начинает ощущаться знакомым, как будто я возвращаюсь по кругу, но с немного другими ощущениями. Эта сторона канала кажется мне особенно спокойной. Здесь нет резких звуков, нет суеты, только вода, лодки и ровное медленное движение вперед. Я продолжаю идти дальше, зная, что впереди будет еще один поворот, еще одна часть пути, но здесь мне важно просто быть здесь, рядом с водой, с этими яхтами, которые делают это место таким тихим и уравновешенным. А я иду дальше вдоль реки, и здесь пространство вокруг меняется. Появляется современное здание, аккуратное, спокойное, без лишних деталей. Это дом, построенный специально для пожилых людей. Он выглядит очень продуманным. Простые формы, большие окна, много света и ощущение открытого пространства вокруг. Я продолжаю идти, и рядом появляется небольшое кафе. Оно стоит прямо у берега, почти вплотную к реке. Летом здесь, наверное, особенно приятно. Столики снаружи, люди, которые сидят с чашкой кофе, смотрят на воду, разговаривают или просто молчат. Сейчас здесь тихо. Кафе выглядит спокойным и немного сонным, как будто оно ждет теплых дней и большого движения.
А вот и этот дом для пожилых людей, о котором я ранее говорила. Мне нравится, что такие дома не прячут где-то в стороне. Они находятся здесь, рядом с водой, рядом с прогулочной дорожкой, рядом с жизнью. Кажется, что здесь все сделано так, чтобы можно было просто выйти на улицу, пройтись вдоль реки, посидеть на скамеечке или просто посмотреть на воду. Это замечательно, что все это, и дом для пожилых людей, и кафе, и река, находятся рядом. Это создает ощущение обычной, но очень живой среды, где разные этапы жизни просто существуют рядом друг с другом. Я иду дальше вдоль берега и думаю о том, как важно иметь такие места без спешки, без шума, без ощущения, что нужно куда-то торопиться. Здесь легко представить себе обычный день. Кто-то выходит на прогулку, кто-то заходит в кафе, кто-то просто идет вдоль воды, как я сейчас. Эта часть пути кажется особенно спокойной. Она как небольшая пауза между домами, между маршрутами, между делами. Я продолжаю идти дальше вдоль реки, оставляя это место позади, но ощущение уюта и спокойной, размеренной жизни остается со мной еще на какое-то время. В этом месте я просто позволила себе паузу и любуюсь яхтами. Здесь удивительно спокойно и красиво. Этот район действительно действует умиротворяюще. Спасибо, что были со мной в этой прогулке. До встречи в следующих видео.